На окраине поселка, где дороги давно превратились в разбитые тропы, а вокруг стояли полуразвалившиеся дома, жил мужчина по имени Артем. Он был человеком молчаливым и замкнутым, черствым и отстраненным от всего мира. Никто не знал, что скрывается за его холодным взглядом, но слухи ходили разные. То о былых неудачах, то о потере близких, то о тяжелых временах, которые сделали его таким. Его дом стоял отдельно, огороженный высоким шиферным забором, с калиткой, которая скрипела при каждом открывании. Во дворе жили две большие овчарки, верные его спутники, которых он держал для охраны и, как говорил, для порядка. Но порядок у Артема был особенный. Он держал собак на цепи, редко выгуливал, учил подчиняться без капли нежности. Животные знали, с хозяином не поспоришь. Одним из редких соседей, что осмеливались приблизиться к его дому, была старая женщина Марфа, что держала во дворе нескольких кур и собак. Именно она первой заметила в коробке у помойки тоненький писк, который выдал маленького котенка, заброшенного и почти умирающего. Котенок был крошечным, худым, с одним глазом, склеенным засохшим гноем. Марфа хотела помочь, но, зная характер Артема, боялась вмешиваться. «Не лезь к нему с живностью, сам разберется», — говорила она соседям. И вот однажды Артем, возвращаясь с рынка, услышал тот самый писк у помойки. Его сердце не смягчилось, он не пожалел малыша. Скорее наоборот, ему стало неприятно от самой мысли, что рядом живет это слабое существо. Но что-то заставило его взять коробку и донести ее до своего дома. Он не собирался оставлять котенка. Он не собирался проявлять милосердие. Ему было просто неудобно. Несколько дней котенок жил в сарае, холодном, темном и сыром, в углу, где падал только слабый свет из маленького окошка. Он дрожал и тихо плакал. Собаки ощутили запах чужака и рычали, стоя у двери. Артем молчал, не обращал внимания, но внутри росло раздражение. В глубине души он понимал, что котенок — это слабость, и слабость не должна жить рядом с ним. На четвертый день мужчина решил избавиться от котенка раз и навсегда. Он взял коробку, вынес ее на дорогу за поселок и бросил в кювет, где мусор уже начинал покрывать землю. Не оглядываясь, пошел домой, чувствуя облегчение. Однако ночь была тихой и длинной. На следующее утро, выйдя во двор, Артем застыл. У крыльца, мокрый и израненный, сидел тот самый котенок. Он каким-то чудом вернулся. Серо-белый, с грязным мехом и запекшейся кровью на лапках, но живой и смотрящий на него без страха. Это смотрение пробудило в мужчине странные чувства, злость и раздражение, но и что-то еще, что он не мог понять. Он попытался прогнать малыша, но тот упрямо не уходил. Тогда Артем решил, что котенок должен исчезнуть раз и навсегда. Он вызвал своих собак, дал команду «Фас». Овчарки ринулись на беззащитное создание, которое пыталось убежать, но было слишком слабым. Крики и рычания наполнили двор. И мужчина с ужасным чувством власти наблюдал, как собаки кусают и трясут маленькое тело. Но вдруг одна собака остановилась, выла от боли, отступила, вторая затряслась и отстала. Котенок почти без сил скрылся под скамейку. Артем пнул его ногой. Малыш еле двигался, но все еще дышал. В тот момент мужчина ощутил холодный ком в груди, но командовал «Давай, добей!». Однако собаки не послушались. Они сели и стали смотреть на него, будто говоря «Это не наш приказ». Это вызвало у Артема ярость. Он бросился в дом, захватил палку и вышел во двор, пытаясь отпугнуть собак и добраться до котенка. Но котенок не двигался. Он лежал спокойно, будто принял свою судьбу. Мужчина пнул его еще раз, но животное лишь тихо вздохнуло и закрыло глаза. Он знал, что это конец. Прошло несколько дней. Котенок лежал под скамейкой, собаки перестали лаять и стали угрюмыми, ходили тихо, словно скорбя. Артем чувствовал, что что-то внутри сломалось. Тишина стала гнетущей. Он пил больше обычного, пытаясь заглушить внутреннюю пустоту. Но котенок вернулся не для жизни. Он вернулся, чтобы изменить что-то в этом доме. Ночами Артем слышал тонкое мяуканье, исходившее из сарая, где впервые появился котенок. Это мятежное звуко словно пробуждало в мужчине что-то давно забытое. Сострадание, сожаление, страх. Через неделю собаки исчезли. Одна просто сорвалась с цепи и не вернулась, другая пропала, оставив Артема в полном одиночестве. Мужчина понял, вместе с котенком в его жизнь пришла тьма,
которую он сам же и породил. Отныне, возвращаясь домой, он всегда слышал слабый шорох, напоминание о том, что жестокость возвращается обратно, если ее не остановить вовремя. И котенок, хоть и мертвый, навсегда остался частью этого дома, частью той холодной истории, что никому не хотелось вспоминать. Однако еще до появления котенка жизнь Артема была наполнена одиночеством и внутренней борьбой. Он потерял жену много лет назад. Это событие сломало его навсегда. Он винил себя в ее смерти, закрывался от мира и не позволял себе чувствовать что-либо, кроме горечи и злости. Его дети давно выросли и уехали в город, перестав навещать отца, который стал для них чужим человеком. Животные в доме были единственным, что поддерживало связь Артема с внешним миром, но и к ним он относился с железной рукой. Собаки были его оружием и защитой, но никогда друзьями. Их воспитание было суровым, лишенным ласки. Это отражало его внутреннее состояние, закрытость и холод. С появлением котенка в его жизни началась тихая революция. Он не хотел этого маленького существа, но оно не покидало его дом и сердце. С каждым днем появлялось все больше вопросов, которые Артем боялся задать самому себе. Почему котенок возвращается? Почему он не может избавиться от этого ощущения в груди? Постепенно страх сменялся жалостью, а жестокость — сожалением. Но мужчина не мог позволить себе слабость. Ему казалось, что если он проявит ее, то потеряет контроль над собой и своей жизнью. Соседи замечали изменения в Артеме. Он стал ходить по улицам поздно ночью, иногда разговаривал с самим собой, смотрел в пустоту. Марфа пыталась подойти, предложить помощь, но каждый раз получала холодный отказ и молчаливый взгляд, который говорил «Уходи». Внутренне она понимала, Артем не просто борется с внешними демонами, но и со своими собственными. Котенок же остался символом той борьбы, слабости, которая не сдается, даже когда кажется, что все силы покинули тело. Он был частью истории, которую Артем старался забыть, но которая не отпускала его. Маленькое беззащитное существо напоминало мужчине о том, что даже в самых темных уголках души есть место для жизни, и что жестокость не может быть ответом на все. И вот в ту последнюю ночь, когда собаки исчезли, а котенок замолчал навсегда, Артем остался наедине с собой и с тишиной, которая разрывала сердце. Эта тишина была громче всех криков, которые он когда-либо слышал. И только тогда мужчина понял, иногда самый сильный бой ведешь не с внешним миром, а с собой. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!